Это случится вопреки всему. Что же произойдет? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, который сейчас, возможно, проходит такую довольно серьезную внутреннюю трансформацию. Это может быть переосмысление своей жизни, да? Это может быть такая внутренняя работа над ошибками. Вы можете анализировать свое прошлое даже, да, вот где вы, может быть, поступили не так. И это касается и личной жизни. У кого-то это может касаться каких-то других рабочих моментов, да. Вот как будто у вас внутри все меняется, переосмысление. Вы можете копаться и не только в женщине, но и в самом себе, вот искать какие-то... Но даже это не сколько ошибки, да, ну где вы так, пытаюсь подобрать слово такое культурное, да, ну в каком месте, да, скажем так, в каком месте вы пошли не туда, в отношениях, да, вот где вы дали слабинку, где вы в чем ошиблись, ну вот в таком ключе. Кто-то, возможно, уже прошел эту трансформацию, поскольку это общий расклад, но тем не менее... Она много чего вам дала, либо же вот сейчас, вот в ближайшее время, да, вы поймете, что есть моменты, на которые вы никак не смогли бы повлиять, да, вы к этому, ну, либо уже пришли к этому осознанию, либо в ближайшее время придете. Причем вы осознали, что... Как бы вы ни старались, да, вот в тех ситуациях, в которых вы оказывались, таких неприятных, да, хоть в личной жизни, хоть по работе, там еще где-то, от вас мало чего зависело, потому что человек, который рядом с вами находился, это и женщина в том числе, это просто чистой воды, либо же манипуляторша такая большая, либо же даже у кого-то может проиграться, что здесь без магии не обошлось. То есть у кого-то проиграется, что даже вот в тех неприятностях, тех проблемах, которые вы пережили, это может быть и развод, это может быть и потеря работы, это может быть черная полоса, у всех по-разному это проиграется, но однозначно может здесь быть и, ну, как бы влияние магии. Если у кого есть подозрения, то записывайтесь на диагностику негатива. Однозначно здесь у многих проиграется вот именно магическое воздействие, поэтому пока вы его не снимете, ну, жизнь ваша не будет налажена. Потому что, ну, это как невидимая стена. Я вот магию я всегда называю, ну так, по-простому, чтобы было понятно, это как невидимая стена. То есть вы можете, допустим, вы не сможете пробиться к новой женщине, к новым отношениям. Будут какие-то проблемы, препятствия. Вы не сможете наладить какие-то другие дела в своей жизни, да, если это черная полоса, и работа, и финансы, там, здоровье и так далее. То есть эта невидимая стена у вас может быть, ну, такая довольно основательная, которую нужно убирать. Далее, знаете, для вас, для кого-то сейчас действительно проходит, ну, во всех смыслах слова очень тяжелый этап. Причем он внутренне тяжелый, потому что здесь мне показаны потери. У кого-то это потеря, ну, как я уже сказала, да, семьи, у кого-то это потеря работы, у кого-то может проиграться потеря близкого человека, когда он или она уходит на небеса, да. Давайте как раз сделаем по этому поводу маленький опрос. Напишите в комментариях, вот все пишите, что сейчас вот, ну, на данном этапе, да, вас тяготит больше всего. Может быть, какая-то проблема нерешенная, да, может, действительно уход какого-то человека из вашей жизни. Вот пишите, вот положа руку на сердце. И, между прочим, ребят, это очень такая полезная методика, когда вы прописываете. Вот просто можете взять даже лист бумаги. Это еще называется, знаете, ну, немножко отступлю, просто, может быть, кому-то это поможет. Это называется методика «неотправленное письмо».
Вы можете адресовать его человеку, который вас обидел, да, вы пишете все, что вы думаете о нем, о ситуации, которая между вами сложилась. Потом вы можете его просто перечитать, порвать, сжечь, выбросить, все что угодно. Но тем не менее вам станет легче после того, как вы на бумагу выплеснете свои эмоции. Точно так вы можете в комментариях писать, да, если у кого есть время, желание, можете писать свои истории, да, мне всегда интересно очень читать. И знаете, порой ваши истории, ну, действительно берут за душу. Настолько такие вот, ну, такие ситуации бывают, что просто диву даешься, да, как люди могут выдерживать такие проблемы и сложности в своей жизни. Поэтому я не удивлюсь, если у кого-то из вас вот проиграется именно такая важная потеря. Это какая-то такая, может быть, ну, не очень давняя, даже, может быть, свежая такая потеря, которая вас подкосила, вот вас, сильного мужчину, который, в общем-то, может спокойно управлять другими людьми. На самом деле вы очень сильный человек. Вы выпали в роли мага, да? То есть маг это кто? Это человек, который владеет, во-первых, многими какими-то, может быть, специальностями. Вы много чего умеете, у вас много талантов. Причем вы такой человек очень разносторонний. Вы можете с легкостью как-то вот координировать все действия, управлять людьми на работе, да, с вас был бы очень классный начальник. Может быть, у кого-то и проиграется, что вы на самом деле начальник. Но, тем не менее, есть какая-то усталость внутренняя. Вот каким бы сильным вы не были, но вот ваши, может быть, ну, недавние относительно события, они могут вас очень сильно подкосить. И, в общем-то, мне показано, скорее всего, у большинства из вас проиграются какие-то проблемы в личной жизни. Из-за этих проблем в личной жизни мне показано, да, однозначно, многие разошлись, но что уже хорошо, дверку в свою личную жизнь вы до конца не закрыли для других женщин. То есть вы не поставили абсолютно точку, что все, никого не хочу, буду один до конца жизни. Нет, это уже хорошо. Хотя у кого-то могут проигрываться и такие иногда мысли, но это такая скорее слабинка, да. Это скорее проиграется у тех, кто, ну, совсем недавно, может быть, потерял женщину, либо еще какие-то у вас такие очень сложные трансформации, периоды в жизни. Поэтому можете поставить осознанно на паузу личную жизнь, но поскольку дверца-то совсем не закрыта, поэтому ну, это временная история. Ну и, в общем-то, да, вы надеетесь. Туз кубков нам об этом еще говорит, что как бы тяжело не было, но глубоко в душе вы все-таки верите, надеетесь, что новая любовь появится в вашей жизни. Ну и, конечно, армейские ребята снова у нас на раскладе, да. Ребята очень бесстрашные, да, ребята такие, которые сквозь стену, сквозь огонь и воду готовы будут пройти, делаете что-то возможное, невозможное. Я сейчас говорю исключительно о наших ребятах, но будет правда на вашей стороне. Вот вы будете что-то такое делать, я не буду это озвучивать в эфире, но это будут такие чудеса на виражах. Да, будет тяжело, да, но вы одержите победу. Наши ребята будут победители. Итак, погнали смотреть, что же случится вопреки всему. Поскольку это общий расклад, да, я буду разные ситуации рассказывать, в общем, как всегда. А вы уже примеряйте, переворачивайте под себя, кому и что подходит. Так, прикрываем мы все запретное. У вас будут происходить какие-то вот судьбоносные моменты. Это может быть даже вот сродни мистике. Во-первых, у вас есть очень хорошие ангелы-хранители, которые сейчас, да, на небесах, это ушедшие ваши предки, скорее всего, это женщина, но это может проиграться, ну, именно кровная женщина, там, у кого-то это мама, бабушка, тетя, вот прабабушка, может быть, да. Может быть, даже не одна женщина по крови. То есть, может, ну, допустим, там мама, бабушка, вот в тандеме таком. Это человек, за которым, ну, вот именно за ушедшим человеком, да, который является кровным родственником, вы до сих пор можете очень сильно страдать. Вы можете очень часто ходить на кладбище. Вы
чувствуете и будете еще больше чувствовать, вот как будто их присутствие в вашей жизни. Будет какая-то такая непростая ситуация, возможно, у кого-то недавно она была, поскольку общий расклад, да, просто делайте выводы. Какая-то ситуация, в которой придется очень тяжело и морально, возможно, тяжело физически. Но вот подсказка по решению вашей проблемы, она может прийти как во сне от высших сил, ваших защитников, ваших ангелов-хранителей. Она может прийти в каком-то вот полудреме, знаете, вот кто-то из ваших вот именно ушедших предков, которые вас очень сильно даже там любят и оберегают, они могут как будто в полудреме к вам прийти и сказать какие-то фразы. Вам может это показаться, что я не пойму, это приснилось, это не приснилось, или это кто-то ко мне приходил. Ну, то есть такое полусонное состояние, но я бы советовала обращать внимание, потому что ключ к вашей какой-то разгадке, к вашему решению проблемы вот будет крыться именно либо же во сне, когда к вам придут, либо же вот именно ну, в таком полудреме, да, вот обращайте внимание, вот старайтесь запоминать, что вам скажут. И пользуйтесь, потому что это будет очень важная такая ключевая какая-то фраза. Это может потом быть как озарение, да, что вы можете подумать, да елки-палки, как я об этом не подумал, да, вот хорошо, что мне озвучили эту фразу. То есть это как открытие, да, вот будет для вас. Поэтому не забывайте запоминать. Далее, кого-то из вас будет накрывать по поводу женщины. Это женщина из прошлого. У кого-то может проиграться это отношения, которые либо же сейчас они у вас есть, но они еще как-то до конца не завершены. Вы можете жить вместе, но это токсичные отношения. Это когда вы живете как соседи. Вы можете, допустим, у кого-то, может быть, вы уже и разъехались, но пока официально не разошлись. Но вас будет накрывать какое-то неопределенное такое настроение, состояние, что вроде бы и свой родной человек, вот ну почему так сложилось, почему мы не можем быть вместе, вот когда-то же все было хорошо, да? Вот будьте готовы к этим эмоциональным качелям, которые будут вас ставить в тупик. Причем эти качели могут быть даже у тех из вас, которые, может быть, уже подумывают о разводе, либо же вы уже кто-то подали заявление на развод, да. У кого-то, кстати, может даже проиграться вот такие качели, мысли, даже ностальгия какая-то по женщине, уже с которой вы разошлись, да, просто у каждого по-своему проиграется. Те из вас, которые вот именно нацелены на развод, будьте осторожны, потому что вот это такое пограничное, качельное такое состояние, чтобы оно вас не дезориентировало, потому что вплоть до того, что пойдете, заберете назад заявление, либо же те, кто, допустим, хотели подать заявление в ближайшее время на развод, вы можете передумать, ну как будто вот вы сами себя будете уговаривать, вот как будто ваш мозг будет искать вот какие-то входы-выходы из этой ситуации, даже учитывая все сложности, у вас очень такие сложные отношения могут проиграться, когда вы ну реально уже потеряли вот эту вот ниточку такой душевной какой-то близости. Нет такого вот душевного родства между вами, но все равно вы можете хвататься за этот самообман. Поэтому обратите внимание, не ведитесь на поводу у своих мыслей, потому что здесь развод будет неизбежен. Вы стали уже даже ментально другими людьми, вы, вернее, чужими людьми, да? Вы стали, ну, действительно, как соседи. Вы это все понимаете, но, опять же, сердцу не прикажешь, и какие-то отголоски чувств, отголоски привязанности к женщине, но они могут порой сами за себя говорить, чтобы вы не наделали ошибок, потому что это уже мертвые отношения. Между вами нет никакой эмпатии, между вами нет той близости, которая должна быть у любящих мужчины и женщины. Поэтому, ну, немножко так, держите под контролем свои мысли, да? Так,
За что-то придется вам побороться, отстаивать. За что? Какая-то справедливость. Смотрите, у кого-то это может проиграться с бывшей, вы будете, ну, кто-то это может быть в судебном порядке, да, за что-то будете бороться, отстаивать, потому что здесь может проиграться, вот если, допустим, вы, ну, сейчас вот находитесь, да, в стадии развода, здесь может проиграться, что женщина будет пытаться как можно больше у вас, ну, то ли имущество забрать, там, денег, да, ну, то есть отсудить как-то побольше. Вы будете бороться, вы будете, может быть, даже вот по справедливости нанимать там адвокатов, да, у вас все получится, но единственное, не ведитесь на манипуляции ее, потому что здесь может быть какая-то ситуация, когда она будет, ну это не угроза, да, а ну такой мелкий шантаж, что ли. Вот может она подключить какие-то нехорошие свои механизмы. Вы отвоюете, у вас все получится, только главное не дайте слабинку. Далее, кто сейчас находится в каких-то таких энергиях, что менять работу, не менять, потому что у кого-то проиграется, либо же вот ваше предприятие закрывается, может быть какая-то реорганизация, у кого-то может проиграться сокращение зарплаты. Вы можете быть вот в таких вот расстроенных энергиях, потому что, ну что делать, да, вот уходить, не уходить, да, оставят меня, не оставят. Ну то есть вы можете сейчас находиться в таком неопределенном повешенном состоянии, то я вам скажу так. Денежки пока поберегите, потому что так вот быстро, если вы, однозначно, я думаю, здесь будут какие-то перемены вот именно в работе, но так быстро вы не найдете работу. То есть, смотрите, я бы даже советовала уже начинать подыскивать работу, потому что 100% будет какая-то, ну, перемена такая глобальная, либо же закрытие предприятия, либо очень серьезное такое сокращение, реорганизация, и вы можете остаться за бортом. Поэтому не ждите до последнего момента, подыскивайте. Есть человек в вашем окружении, который поможет вам. Здесь может даже женщина какая-то знакомая проиграться, которая, ну, может быть, посоветует вас, может быть, к себе на работу возьмет, да? То есть вот прощупывайте какие-то вакансии, может быть, в интернете смотрите. И тогда, если вы сейчас этим займетесь, да, вот своим таким потенциальным будущим трудоустройством, вот тогда вы как раз и поймаете эту птицу счастья, вы найдете. Пока вот эти все канители будут внутри вашей работы, да, вы сможете все-таки найти работу, которая и неплохо будет оплачиваться, и будет вас, в общем-то, ну, устраивать, да, там, графиками, работой, там, ну, то есть все то, что вы можете делать, все то, что умеете, это не будет что-то такое сверхъестественное, это работа, с которой вы спокойно справитесь, но еще и за это получите неплохие денежки. Ну и, конечно же, у вас проиграется любовная любовь, мои дорогие. В вашу жизнь придет новая женщина, с которой у вас завяжутся не просто романтические отношения. Это будет настоящая взаимная искренняя любовь, о которой вы мечтали. В эти отношения вы будете оба вкладываться. Причем вы ее почувствуете интуитивно. Вот вы просто, знаете, вот как в фильмах бывает, посмотрел, ёкнуло, что это она, и все. Вот будет какая-то между вами такая, ну, магнетизм, магическая связь какая-то. Даже если проиграется у кого-то, что вы, может быть, на расстоянии будете, да, вы в одном городе, женщина в другом, либо же это могут быть разные страны. Но здесь будет даже на расстоянии, ну, сумасшедшее ощущение, что это мой родной, близкий человек. Вам, конечно же, не захочется терять эту женщину. Вы приложите все свои усилия, вы сделаете все возможное и невозможное, чтобы эта женщина осталась в вашей жизни. И это будет самый правильный шаг, потому что женщина достойная. Могут быть даже перемены места жительства. Ну, здесь вы уже будете чуть попозже обсуждать, да, либо же вы к ней приедете жить, либо, может быть, вы решите поехать в другом месте жить, да, кто-то поедет за границу. Поэтому, ну, довольно такие скоростные, стремительные перемены в личной жизни будут. Вы не будете очень долго тянуть кота за хвост, потому что женщина, ну, настолько цепанет вас, что вы просто не выдержите очень долго раскачиваться, да, вот как-то вам не захочется даже ее проверять, потому что, несмотря на то, что, да, вы израненный такой, да, вот как раненый волк,
душа ваша израненная прежними отношениями, но тем не менее с этой женщиной вот вы просто ва-банк пойдете, вы почувствуете именно интуитивно, что это мой человек, я ей верю, я ей доверяю, я не хочу ничего проверять, я просто это чувствую, что она верная, что она порядочная, что она классная. Поэтому, мои хорошие, вот такой был сегодня расклад. Кому что подходит, берите для себя, берите на заметку. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!